Хочешь в кадр? Ну иди, иди ко мне на ручки. Нет? Добрый день, друзья! Совсем немного дней осталось до начала весны. А мы знаем, что весной природа оживает, и скоро, очень скоро на наших цветущих деревьях и кустарниках появятся бабочки. Но наши фаленопсисы тоже есть бабочки. И они уже цветут. Правда, еще не все, которые у меня есть в коллекции, но некоторые уже распустили свои красивые крылья. Мне кажется, что на данный момент фаленопсис и бабочка – это дань какой-то моде. Ну, всегда бывает какая-то модная тенденция для цветов. То красивейшие биглипы. А вот теперь садовники пытаются нам вырастить вот этих мутантов, этих бабочек. Да, они красивы, но они очень дороги. Дороги не только тем, что они необычной формы, но и у нас они очень дорогие. Поэтому есть небольшая коллекция бабочек, и я вам сейчас ее покажу. Бабочка Pink Dream она цветет 3-й месяц. Какая у нее особенность? Она очень недолго цветет. Она выпускает цветонос. На нем примерно на первом 20 цветочков. Отцветает за 2 месяца, наращивает цветонос дальше и еще радует вот таким небольшим цветением. Ну, получилось в этот раз 6 цветочков. Нежная, с сиреневым оттенком, но не крупная. Если взять ее в руки, ну, сантиметра, наверное, 4 цветок. Бабочку, которую я вам показывала, пират Пикати, она распустила все бутоны, которые первоначально задумала. Я рассказывала, что она цвела не бабочкой. Все 5 лет это был обыкновенный пират. А через 5 лет получилась бабочка. Он сам так захотел, этот пират. Орхидея сама так задумала. Я не предпринимала никаких действий. Специально не удобряла, не стимулировала, ничего не делала. Вдруг получила такое цветение. У нее такая особенность. Вот эта сторона. Идеальные бабочки. Все 3 цветка. А с другой стороны она думала, то половинка бабочки. Один лепесток простой, второй бабочка. Здесь одумалась и хотела 2 лепестка сделать бабочкой, не получилось. И наконец-таки на 3-м цветке получилась полноценная бабочка. У этой орхидеи есть 2 особенности. Она распускается очень яркая, с насыщенным цветом. Но со временем этот цвет бледнеет и уходит в розово-сиреневый тон. И еще она очень любит доращивать цветонос. И посмотрите, здесь появились новые бутончики. Видимо, цветение будет продолжаться. Но когда начинается распуск новых бутонов, старые цветы она обязательно сбрасывает. Есть еще маленькие бабочки. Я вам их показывала недавно, покупала специально, чтобы сделать совместную посадку в горшок лодочка. Это Согаготрис. И когда я их купила, бутоны все были закрыты, и мне казалось, что это будет трилипс, такой тюльпанчик закрытый. Но в домашних условиях они начали распускаться и стали очень красивыми бабочками. Правда, очень маленькими. Они даже меньше
значительно, чем Pink Dream. Наверное, размах ее крыльев всего 2 сантиметра. Стоят в стаканчиках не потому, что я их поливаю в стаканчиках, а потому что очень неустойчивые у них горшочки, и они все время падают. Поэтому я поставила в такие стеклянные прозрачные стаканчики для того, чтобы они хорошо держались ровненько. А вот наш слушатель пришел. Все пропустил. Но каникулы у тебя закончились. Еще есть 2 бабочки, которые я хочу вам показать вместе. Вот эта бабочка калейдоскоп приобретена совсем недавно, прошлой осенью. Октябрь-ноябрь. Заказывала я ее у Надежды. Ссылочку на группу Надежды ВКонтакте я оставлю под видео. Эта бабочка пришла в размере 2,5, но я такую и заказывала. И за эти 3 месяца она выпустила цветонос, пришла она без цветоноса. Она выпустила цветонос и распустила первый бутон. Конечно, это калейдоскоп, конечно, бабочка, но пока крылышки не такие, не явно бабочкой, но на одном есть защипчик. Надеюсь, что дальше она будет цвести. Знаете, как калейдоскоп цветет большими рюшами на красных лепестках. Надеюсь, что потом у нее будет очень красивое цветение. Ну а сейчас пока так. А вторая бабочка, название напишу обязательно бегущей строкой. Эту бабочку я покупала в августе 2020 года. И размер этой бабочки был 1,7. Не всем понятно, когда я называю 2,5 или 1,7, это размер горшочка в дюймах. Ну и, соответственно, растения тоже разные. 1,7 это совсем крохотное растение, приблизительно вот такого размера, а 2,5 это вот такой почти готовый к цветению фаленопсис. Сложно дорастить 1,7 до цветения, и получается дольше. И это хорошо, что за 1,5 года он вырос, окреп и зацвел. Есть такие орхидеи, которые из размера 1,7 я, например, ращу 5 лет. Но скоро зацветет, и скоро вам покажу, что же у меня целых 5 лет растет, и как же я жду этого цветения. Есть еще позади меня бабочка совершенно другого размера, огромного. Бабочка пескара. И сейчас выпускает цветонос бабочка Повороти. Но там только цветонос, поэтому показывать ее еще рано. Вот такие красивые бабочки летают по моей коллекции. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!